Утро в исследовательском лагере на границе национального парка Бвинди началось не с будильника, а с низкого, вибрирующего гула, который издавал сам лес. Этот звук, казалось, исходил из самой земли, просачиваясь сквозь туман, который густой пеленой окутывал кроны гигантских деревьев. Анна открыла глаза, ощущая на лице прохладу сырости, пробивающейся сквозь сетку палатки. Здесь, в Уганде, утро всегда пахло одинаково — влажной землей, копотью костра, который поддерживали всю ночь, и чем-то острым, напоминающим имбирь и дикий перец. Это был запах приключения, запах неизвестности, который одновременно пугал и манил. Для Анны этот день был решающим. Ее трехмесячная экспедиция подходила к концу, и нужные образцы ягод Rubus bvindensis, редкого эндемика, произрастающего только на определенных высотах и в строго определенных условиях, все еще не были собраны в достаточном количестве для статистической достоверности. Научный мир ждал ее результатов. Эти ягоды могли содержать уникальные соединения, способные пролить свет на механизмы адаптации флоры к изменениям климата. Но здесь, среди лиан и мха, сухие термины из грантов казались бесконечно далекими и неважными. Она проверила свое снаряжение с тщательностью, граничащей содержимостью. Полевой дневник в водонепроницаемом чехле, GPS-трекер, стерильные пакеты, нож для сбора образцов, запас воды и, конечно же, старая плетеная корзина. Эту корзину ей подарил старик из ближайшей деревни, когда она только приехала. «Пластик пугает духов леса», — сказал он тогда с легкой, мудрой улыбкой, а лоза поет с ними в унисон. Анна, будучи ученым, не верила в духов, но верила в интуицию и уважение к местным традициям. Корзина стала ее талисманом, символом связи с этим местом. В лагере уже царила суета. Коллеги, другие исследователи, готовили свои маршруты, проверяли оборудование. Сэм, орнитолог, настраивал свой микрофон для записи утреннего хора птиц. Доктор Дэвис, руководитель экспедиции, просматривал спутниковые снимки. Анна подошла к костру, чтобы выпить кружку горячего крепкого чая, который помогал проснуться и согреться в прохладном горном воздухе. «Анна, ты уверена, что хочешь пойти на дальний склон сегодня?» — спросил доктор Дэвис, не отрываясь от снимков. «Наши трекеры показывают, что стадо рушаги переместилось в ту сторону. Это может быть небезопасно». «Я знаю, доктор Дэвис», — ответила она, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Но это единственное место, где я могу найти достаточное количество образцов. Я буду крайне осторожна. Я не буду приближаться к ним, если увижу признаки присутствия». «Осторожность — это главное, Анна», — сказал Сэм, отрываясь от своего микрофона. «В Бвинди ты никогда не знаешь, что ждет тебя за следующим поворотом. Эти места полны сюрпризов». Анна кивнула. Она знала это лучше, чем кто-либо. Каждый ее выход в лес был уроком смирения и внимательности. Сэм однажды рассказал ей историю о том, как он чуть не наступил на спящего питона, когда пытался сфотографировать редкую птицу. Эта история стала для Анны напоминанием о том, что в лесу нет мелочей. Анна вошла в густые заросли Бвинди, и мир цивилизации мгновенно схлопнулся за ее спиной. Это был не просто лес. Это был живой, пульсирующий организм, древний и могучий, который существовал задолго до появления человека. Воздух был настолько тяжелым от влаги, что каждое дыхание казалось осознанным усилием. Джунгли не просто росли. Они дышали, боролись, поглощали свет и пространство. Огромные папоротники, достигавшие размеров деревьев, преграждали путь, а лианы толщиной в человеческую руку свисали с крон, словно застывшие змеи, готовые ожить в любой момент. Ее задача казалась тихой и почти благородной — собрать образцы редких ягод, не нарушив границ этого дикого мира. Анна двигалась крайне осторожно, стараясь стать частью ландшафта. Она научилась ступать по влажной почве так, чтобы не хрустнула ни одна ветка, не шевельнулся ни один лист. Это была не просто осторожность исследователя, это была форма глубокого, почти религиозного уважения. Она знала,
Каждый сорванный лист, каждый потревоженный жук — это микроскопическое нарушение ритма жизни, который здесь держал все в равновесии. С каждым шагом, погружаясь глубже, Анна чувствовала, как лес начинает говорить с ней. Шум ветра в кронах, крики попугаев, шуршание мелких зверьков в подлеске — все это складывалось в сложную, бесконечную симфонию. Она научилась различать запахи. Вот здесь пахнет прелой листвой, здесь — диким сельдереем, а здесь — сладковатым ароматом орхидей, скрытых в густой тени. Этот опыт заставлял ее чувствовать себя маленькой и незначительной, но в то же время частью чего-то великого и вечного. Ее корзина постепенно наполнялась темными, блестящими ягодами. Каждый плод казался живым свидетельством того, что природа хранит секреты, которые еще только предстоит открыть. Она работала методично, фиксируя в дневнике координаты каждого сбора, описывая условия произрастания. Это была рутинная работа, но она приносила ей удовлетворение. Она знала, что эти данные станут основой для новых открытий. Стадо горилл, словно невидимая стража, держало свой путь где-то параллельно ее маршруту. Анна чувствовала их присутствие кожей. Это не был страх, скорее покалывание в затылке, осознание того, что за ней наблюдают сотни глаз, скрытых в изумрудном полумраке. В этих краях серебристо-спинный самец — это не просто животное, это сосредоточие гравитации. Его мощь способна заставить замолчать весь лес, а один его взгляд может перевернуть представление человека о собственной значимости. Анна знала, что гориллы — мирные существа, если их не провоцировать. Но она также знала, что на их территории она лишь гость, допущенный по милосердию хозяев. Ее профессиональная этика требовала научной честности — не вмешиваться, не прикармливать, не смешивать исследовательский азарт с дешевым человеческим любопытством. Она была лишь парой глаз и блокнотом, стремящимся зафиксировать истину, не исказив ее своим присутствием. Тем не менее, запах мускуса и теплой земли, который становился все отчетливее, заставлял ее сердце биться чаще. Она понимала, что находится на границе двух миров, и эта граница была очень хрупкой. Лес словно испытывал ее на прочность, проверяя, готова ли она принять его правила игры. Она вспомнила рассказы местных гидов о том, как гориллы могут читать мысли людей. Они утверждали, что животные чувствуют намерения и эмоции и реагируют соответственно. Анна, будучи рациональным ученым, скептически относилась к таким утверждениям. Но сейчас, в этой густой тишине, она поймала себя на мысли, что лес действительно знает о ней все. Внезапно за ее спиной раздался оглушительный треск веток. Это не был случайный звук, вызванный неосторожным движением мелкого зверька или падением сухой ветки под весом птицы. Это был взрыв тишины, сокрушительный удар, который, казалось, сотряс весь лес. Земля под ногами Анны ощутимо задрожала, и в этот миг время растянулось, превратившись в вязкий кисель. Она обернулась. Медленно, как учили на инструктажах, чтобы не спровоцировать атаку. Но увиденное все равно лишило ее дара речи. На нее смотрел он, вожак. Он казался высеченным из цельного куска базальта. Огромный самец с серо-черной спиной возвышался над подлеском, и его мощная грудная клетка вздымалась, как кузнечный мех, издавая глухие, вибрирующие звуки. Темная, почти черная маска лица блестела во влажном свете, пробивающемся сквозь кроны. Но больше всего Анну поразили его глаза. В них не было слепой ярости, в них была стальная холодная осознанность. Он видел ее насквозь. Все ее страхи, ее амбиции, ее маленькую корзинку с ягодами. Сила его рывка была устрашающей. Грозный рык, начавшийся где-то в недрах его могучей груди, заставил вибрировать саму диафрагму Анны. Он несся прямо на нее сквозь кусты, не разбирая дороги, и звук ломающихся ветвей напоминал автоматные очереди. В такие секунды логика отключается.
Анна не успела закричать или побежать, она просто закрыла глаза, выпрямилась и инстинктивно подняла корзину перед собой. Это был нелепый жест. Корзина из лозы против 200 килограммов мышц и ярости была похожа на бумажный щит против урагана. Но в этом жесте была и капитуляция перед великой силой леса, признание собственного бессилия. Но удара, который должен был раздробить ее кости, не последовало. Вместо боли она почувствовала мощный порыв ветра и тяжелый животный запах, который пронесся мимо, едва не сбив ее с ног. Когда Анна открыла глаза, горилла уже стоял перед ней в 5 метрах. Он застыл на задних лапах, выпрямившись во весь свой гигантский рост, и принялся бить себя в грудь. Звук был сухим и гулким, как удары ритуального барабана, призывающего богов войны. Но вожак смотрел не на нее. Взгляд вожака был прикован к высокой желтоватой траве у подножия древнего дерева. Там, в тени, шевельнулось нечто изящное и смертоносное. Анна проследила за направлением его ярости и почувствовала, как по спине пробежал ледяной холод. Леопард. Хищник затаился в прыжке. Его пятнистая шкура почти полностью сливалась с игрой света и тени. Он был так близко, что Анна могла различить кончики его вибрис. Его глаза, холодные как стекло, были прикованы к ней. В этот момент она поняла. Все это время за ней следил не только вожак. Леопард видел в ней легкую добычу, чужака, потерявшего бдительность. И тут Анна осознала истинный смысл рывка гориллы. Вожак не нападал на нее. Он защищал свою территорию от чужого качества – леопарда. Он видел в Анне часть своего мира на этот час, гостью, которая не причиняла вреда, в то время как хищник был прямой угрозой установленному порядку. В этом безмолвном противостоянии застыли 3 грани жизни – агрессивный голод, защищающая сила – и человеческая хрупкость. Леопард, поняв, что его обнаружили, не ушел сразу. Он медленно переступил с лапы на лапу, его поза выражала холодную расчетливость. Он понимал, что против разъяренного серебристо-спинного самца у него нет шансов, но он все еще видел в Анне добычу. В этом безмолвном противостоянии встретились 3 мира – первобытный охотник, могучий страж и человек, внезапно осознавший свою хрупкость. Вожак снова издал рев, но на этот раз он звучал иначе, короче, резче, как окончательный приговор. Это было сообщение всему лесу. Здесь не место для убийства сегодня. Он сделал шаг вперед, демонстрируя свою готовность к схватке. Каждое движение его тела излучало мощь и уверенность. Анна стояла, сжимая корзину, и чувствовала, как внутри нее загорается странное тепло, благодарность, смешанная с благоговением. Она поняла, что в мире джунглей границы доверия пролегают гораздо глубже, чем пишут в учебниках по зоологии. Могучий вождь взял на себя ответственность за жизнь существа из другого мира, просто потому что оно находилось под его крышей. Возможно, в этом и был главный урок всей ее экспедиции. Сила не всегда означает насилие. Иногда истинная сила вожака – это способность удерживать хаос в узде, защищая границы своего мира. В этой застывшей паузе Анна вспомнила, как в лаборатории она училась наблюдать и не мешать. Как важно уметь отпускать импульс и позволить жизни идти своим чередом. В этом мгновении она не просто наблюдала. Она становилась частью истории, которую лес писал сам, слов не требуя. Горилла, стоя на дыбах, ревел так громко и чисто, что, казалось, львиная сила леса откликалась эхом. Леопард остался в траве. Его глаза блестели, холодные, как стекло, и в них не было страха, лишь холодная расчетливость. Вожак опустил грудь и снова начал рев, но уже не для того, чтобы напасть. Рев звучал как сообщение всему лесу. «Это моя территория и моя семья, и здесь никто не вправе помешать им жить». Леопард не двигался. Он понимал, что шансы против гориллы невелики. Анна почувствовала, как дрожь покидает ее, как темнота ушла прочь,
уступив место ясности. Когда леопард, наконец, бесшумно растворился в камышах, а вожак, бросив на Анну последний предупреждающий взгляд, медленно двинулся вслед за своей стаей, тишина вернулась в лес. Но это была уже другая тишина. Она была наполнена смыслом, глубоким и важным. Мир вокруг зашел в новый ритм. Гилявый ствол дерева, луч света, проскользнувший через листву, и дальний крик попугая — все это складывалось в песню леса. Анна продолжала свой путь, но ее движения стали еще более осознанными. Она собирала ягоды только там, где они сами падали в руки, словно боясь нарушить тот невидимый контракт, который был подписан только что между ней и королем джунглей. Ее заметки в дневнике теперь перестали быть статистикой по ягодам. Они превращались в рассказ о гранях доверия между видами, о взаимной защите и о том, что в самом сердце каждого природного сообщества лежит баланс, который требует от людей внимательности и смелости отказаться от простого эгоизма ради общего блага. Вернувшись в лагерь, она долго сидела у костра, глядя на собранные плоды. Коллеги спрашивали ее о результатах, о химическом составе, о координатах находок. Анна отвечала механически, понимая, что самая главная информация не поместится ни в одну пробирку, не будет зафиксирована ни одним прибором. «Лес не нуждается в нашем изучении», — написала она в ту ночь в дневнике. «Он нуждается в нашем молчании. Мы приходим сюда со своими инструментами и амбициями, но уходим лишь тогда, когда природа позволяет нам это. Сегодня я была не исследователем, я была свидетелем милосердия силы. Ее сердце еще стучало часто, но теперь оно было наполнено благодарностью. Благодарностью к горилле за то, что он не просто отпугнул хищника, но и показал человеку, как можно жить рядом, не разрушая. Она знала, мир вокруг нее не станет другим завтра. Он продолжит держаться за свою силу и красоту, а она будет помнить ту историю. Историю защитника территории и умиротворения между двумя видами, которые могли бы враждовать, но выбрали путь взаимного уважения. Когда солнце окончательно опустилось за горизонт, окрасив пики гор в кроваво-красный цвет, Анна стояла на краю лагеря и смотрела вдаль. Ее преследовал запах мускуса и теплой земли, который теперь не пугал ее, а напоминал о пережитом. Она знала, что эта встреча останется с ней надолго, что она изменила ее навсегда. Встреча Анны с джунглями Уганды закончилась не как борьба или победа одного над другим, а как момент, когда границы между человеком и дикой природой смялись, открыв дорогу к новому пониманию. Их связь с лесом стала прочнее, не просто скрепленной наукой, но и основанной на доверии и осторожности, которые нужны тем, кто осмеливается жить и исследовать в одном ряду, под одной крышей неба и над одной землей, где каждый зверь хранит свой секрет, а каждый человек — свой ответ на него. Теперь, глядя на дикий мир Уганды, Анна видела не просто ресурс или объект для наблюдений. Она видела сложную, живую сеть, где каждый зверь, от крошечного жука до огромного вожака, хранит свой секрет. Она поняла, что борьба за выживание — это не всегда война. Иногда это умение вовремя сделать шаг в сторону, признать величие другого и позволить жизни идти своим чередом. И это было самое главное открытие ее экспедиции. На следующий день, когда она паковала свои вещи, доктор Дэвис подошел к ней. «Анна, я просмотрел твои записи. Удивительные результаты. Эти ягоды действительно содержат уникальные соединения. Нам предстоит много работы в лаборатории». «Да, доктор Дэвис», — ответила она с легкой улыбкой. «Но есть вещи, которые невозможно проанализировать в лаборатории. Вещи, которые можно только пережить». Сэм, орнитолог, стоявший рядом, подмигнул ей. «Сюрпризы Бвинди», — сказал он. «Я же говорил тебе». Анна улыбнулась. Сюрпризы Бвинди. Она знала, что этот лес еще не раз удивит ее, если она вернется сюда.
и она обязательно вернется, чтобы снова почувствовать эту невидимую связь, этот шепот непроходимого леса, который говорит о жизни, силе и взаимопонимании.